Привет, вы на канале Aeroportal. В самом первом ролике мы сравнили самолеты Ту-204 и Ту-214 и выяснили, почему предпочтение при выборе самолета для импортозамещения было отдано именно этой версии. Если вдруг еще не смотрели этот ролик, я оставлю ссылку на него в описании. С момента выхода того видео уже прошло практически полгода. Как же сейчас обстоят дела с возвращением Ту-214 в строй? Попробуем разобраться. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу в ВК. Там публикуются новости про гражданскую авиацию, интересные статьи, а также это наш запасной аэродром, если с Ютубом что-то случится. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнем с краткой истории данного лайнера. Ту-214. Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. При вместимости 210 пассажиров и дальности полета 6500 км он отличается современной, в сравнении со своими предшественниками, аэродинамической компоновкой, пилотажной навигацией и летно-техническими характеристиками. В конце 1982 года министр Шираев принял решение о разработке нового среднемагистрального самолета с двумя экономичными, но при этом мощными двигателями ПС-90А. Двигатели были специально разработаны конструктором Соловьевым, а главным конструктором по созданию Ту-214 был назначен Рановский. На новом самолете впервые была применена система Диана, разработанная в ОКБ Туполева. Эта система обеспечивала силовые расчеты всей конструкции самолета методом конечных элементов. Внедрение вычислительных технологий в конструкцию позволило оптимизировать общую конструкцию будущих машин. Для более точного изготовления деталей были использованы новые станки с программным управлением. Для снижения общей массы самолета использовались современные композиционные материалы, такие как стеклопластик и углепластик. В результате количество использованных композиционных материалов составило 14% от общей массы самолета. Два самолета Ту-214 были задействованы в масштабных испытаниях, созданных для проверки надежности и прочности нового прототипа. Результаты этих испытаний превзошли ожидания. Спроектированные крылья и фюзеляж оказались гораздо качественнее, чем ожидалось, и они смогли выдержать более высокие нагрузки, чем планировалось. Первый раз самолет взлетел в январе 1989 года на Раменском испытательном аэродроме. Экипаж опытного самолета был оснащен средствами аварийного спасения. Летная кабина была оборудована рядом приборов, которые контролировали весь полет, а также анализировали работу всех систем самолета. В результате проведенных испытаний и летных тестов самолет был полностью доработан и улучшен. Для рулевой системы было разработано 23 различных варианта, но все они должны были пройти трудоемкие испытания. Более того, было сокращено финансирование проекта. Все это увеличивало время проведения необходимых испытаний. В 90-е годы финансирование было сокращено практически полностью, поэтому сертификация данного самолета была под большим вопросом. Кроме того, самолет должен был пройти эксплуатационные испытания. В итоге Ту-214 получил свой летный сертификат только зимой 1994 года. Позже было принято решение, что серийное производство этого самолета будет осуществляться Казанским авиационным производственным объединением имени Горбунова. С апреля 2010 года самолет производился только в специальных комплектациях. Производство коммерческой версии было прекращено. Также были разработаны специальные модификации Ту-214. Пункт управления, самолет-ретранслятор, самолет-узел связи. Это самолеты для администрации президента РФ, оборудованные специальными средствами связи. Самолет-разведчик, а также открытое небо. Это самолет с цифровым аэрофотокомплексом, который предназначен для выполнения наблюдательных полетов в рамках договора по открытому небу. Более подробную историю Ту-214 и его технические характеристики вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. Теперь переходим непосредственно к вопросу, что же с Ту-214 сейчас. Думаю, многие знают, что в сентябре 2022 года ОАК и Аэрофлот подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов до 2030 года на сумму свыше триллиона рублей. В это соглашение входят 210 самолетов МС-21, почти 90 новых суперджетов и 40 Ту-214. Что интересно, в марте 2022 года нынешний глава Роскосмоса сообщал, что Ту-214 будет практически импортозамещен к концу 2022 года. А в августе 2022 года глава ОАК заявлял, что первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. В октябре прошлого года исполнительный директор корпорации Ростех заявил, что в России началось производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году.
Более того, на Казанском авиазаводе, который входит в ОАК, приступили к процессу наращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объеме. И вот уже сентябрь 2023 года практически подходит к концу. Так как дела у Ту-214 сейчас? В июне этого года управляющий директор ПАО Туполев сообщил, что авиалайнер, цитата, на 87% состоит из отечественных покупных комплектующих изделий, и до конца 2024 года будет произведено полное импортозамещение на отечественные комплектующие и материалы. Также он отметил, что необходимо цифровизировать все процессы изготовления Ту-214, поскольку без этого невозможно технологическое оснащение всех видов производства новым оборудованием. Цитата: «Это требует наличия полного электронного определения самолета. Потребная трудоемкость на создание полного электронного определения более 3 миллионов человека-часов». Также директор Туполева добавил, что на полное электронное определение требуется финансирование в объеме 9,5 миллиардов рублей. То есть, исходя из вышесказанной информации, можно сделать следующий вывод. Ту-214 будет полностью импортозамещен к концу 2024 года. Следовательно, в рядах российских авиакомпаний мы сможем его увидеть не раньше 2025 года. А вы как думаете? Когда мы снова увидим Ту-214 на рейсах? Напишите об этом в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!